Вопрос, которым задавался, пожалуй, каждый мужчина в своей жизни. Почему девушка после первого свидания не пишет, не проявляет инициативу? И как все-таки ядрит твои пассатижи повысить эту вероятность положительного исхода раз и навсегда? Осознав это откровение несколько лет назад и начав применять его на практике, после свиданий мне стали писать практически все. Скажу сразу, это не волшебная таблетка, иначе ты можешь выключить это видео прямо сейчас и пойти на другое, где тебе с удовольствием расскажут, в какое правильное место нужно сводить девушку и как правильно ее умаслить нужными словами. И, возможно, ты вызовешь у нее интерес. Нет, этот инструмент требует скорее переосмысления твоих внутренних взглядов и выхода из этой ложной матрицы, навязанных кем-то убеждений и стереотипов. Ну и, конечно же, требует немного практики, куда же без нее. На свидании с девушками мужчина, как правило, делится на 3 типа. Сейчас 100% кто-то узнает себя. Первый тип – это ухажер. Он особо ни о чем не думает. Его мозги промыты фильмами, романтическими книгами, рассказами друзей или родственников о том, как они сошлись. Конечно же, навстречу он приходит с букетом цветов. Ну куда же без этого? А выходя из авто, галантно подает женщине руку. Сидя в ресторане, неловко пытается скрасить паузы и развеселить барышню. Затем покорно провожает ее до подъезда. Ведь так принято. И с потными ладошками совершает дерзкий маневр поцелуя. Авось прокатит. Друзья, но ведь это даже малейшего интереса к тебе как к мужчине у девушки вызвать не может. Таких ухажеров, как ты, вокруг нее миллиард вьется. Поэтому какой финал ждет мужчин, которые придерживаются этого сценария? В 90% случаев девушка просто сольется, в 9% случаев оставит тебя во френд-зоне, либо посадит на скамейку запасных оленей. И в 1% где-то позволит себя благосклонно добиваться. И то потому, что тебе повезло, и ты обладаешь более высокой объективной значимостью в этом случае. Второй типаж – псевдодоминант. Здесь уже совсем другая крайность. В этом случае ты уже посмотрел видео, почитал кое-какие статьи, сопоставил все это со своим неудачным опытом и понял, что да, вот этот вот путь лестных ухаживаний и задаривания девушек подарками не работает, и от него толку никакого нет. Точно. Женщины любят уверенных в себе брутальных самцов. Как я раньше до этого не додумался. А что дальше? Ты, значит, садишься в доминантную позу с пафосным выражением лица, говоришь, что у тебя несколько бизнесов в городе и большой коттедж за городом. А потом ждешь, что девушка будет тебя развлекать. В конце свидания счет за кофе ты делишь пополам. Потому что прочитал в какой-то статье, что ни в коем случае нельзя платить. Иначе девушка подумает, что ты лох. А как оно на самом деле происходит? Даже если тебе удается удачно сыграть эту роль, и твое внутреннее состояние соответствует этому, ты видишь, что девушке некомфортно, ты видишь, что ей не нравится, ты ощущаешь это напряжение между вами. Знакомо? И вот она скромно улыбается, поглядывает на часы и говорит, что ей пора кормить своего хомячка. И она обязательно тебе позвонит. А про себя думает: какой-то напыщенный павлин. Да и вообще я его боюсь, если честно. Третий тип мужчин – мамкин пикапер. Этот человек уже понял, что все это не работает и нужен уникальный секретный рецепт, алгоритм правильных действий, который позволит ему заиметь этот положительный результат.
И вот он идет на пикап-форум и читает тематические статьи. Оказывается, говорят там, ты ее привел не в правильное место. Все дело в этом. Нужно было везти вон в тот ресторан. Там обстановка более романтичная. Что? Зачем ты затронул эти темы? На первом свидании ни в коем случае нельзя их затрагивать. Для начала нужно сказать вот эти слова. Потом дождаться ее реакции. Отсчитать 10 секунд. Сделать 3 притопа, 2 прихлопа. И переходить к кинестетике. А вообще нужно расслабиться, чувак. И побольше шутить. И, возможно, ты ей понравишься. Как оно происходит на самом деле? В 95% случаев шаблоны просто не сработают. Почему? Потому что твое вот это внутреннее мета-сообщение, оно никак не конкурентно тому, что и как ты делаешь. Как минимум. И вот эта фальшь, она очень хорошо чувствуется. Ведь женщины от природы хорошие психологи. И сыграть какую-то роль не получится. Ну, а если ты парень смышленый, то в 5% случаев все-таки ты получишь допуск на второе, а может быть и на третье свидание. После которого все равно последует слив. Почему? Да потому что с каждой последующей встречей твоя вовлеченность, она растет. Значимость к девушке растет, вследствие чего неизбежно наступает волнение, и ты испытываешь стресс. А когда ты испытываешь стресс, ты допускаешь ошибки. Женщина начинает осознавать, что ее надули просто, что ее все это время обманывали. А сейчас давай с тобой вспомним свидание с девушкой, которая была тебе не особо интересна. Простушка. Я думаю, у каждого в жизни такое свидание было. Она тебя особо не привлекала никогда. Ну, что-то там написывала, звала встретиться, погулять. И тут, да, у тебя выдался свободный вечер. И ты согласился, ну, чтобы скоротать время. Ты ничего не планировал, не готовился, никуда ее не водил. Вы встретились там, где было удобно тебе прежде всего. Ты не изображал кого-то, не пытался заполнить неловкие паузы. А для тебя они и не были неловкими. Вот в чем парадокс. Если ты не знал, что сказать, ты просто молчал и при этом не испытывал никакого дискомфорта. Эти паузы заполняла она, и не было никакого напряжения. А после свидания она тебе снова пишет, чтобы встретиться. Вспомнили? То есть все происходило легко и непринужденно. А были встречи с девушкой, которая нравилась. И там все было очень тяжело, очень сложно. И ты просто думал, ну почему же не идет? Почему же так? А я расскажу почему. Дело в том, что когда тебе кто-то нравится, а что такое нравится в понятии мужчин, как правило, это, конечно же, внешние данные, красота. То есть, когда мужчина ведом на эту красоту, когда для него это определяющий фактор, то он на самом деле заложник этого. Он зациклен на этом. То есть, в его голове присутствует вот это разделение на топовые женщины и не топовые, серые мышки. То есть, когда ты живешь в такой парадигме, то ты всегда будешь испытывать волнение, стресс, мандраж на свиданиях. И это всегда тебе будет мешать иметь тот самый положительный результат. И я даже сейчас говорю не про то, что ты не знаешь, что сказать или как заполнить эту неловкую паузу. Это все следствие. Я сейчас про другое. Я про твое внутреннее состояние. Это гораздо важнее. Это то, кем ты являешься на самом деле. По-настоящему. Это то, что не получится сыграть или сымитировать. Ведь, примеряя на себя тот или иной шаблон, ты всегда будешь создавать у женщины, зарождать у женщины это ощущение,
что ее обманывают, что есть какой-то подвох в нем. Это ощущается бессознательно. А сейчас давай зададимся вопросом, что нужно для того, чтобы адекватная женщина испытала к тебе симпатию и интерес на свидании и приятное послевкусие, так скажем, после свидания. И вот это желание тебе написать и продолжить общение. Что для этого нужно? Ей нужно чувствовать себя комфортно, свободно, не напрягаться и не бояться тебя. Ей нужно просто понимать, что ты адекватный парень. Это основа. И если даже она и хочет испытывать некий стресс, некоторое волнение, то приятное, через которое она, собственно, и влюбляется в нас. Это волнение неопределенности, интриги, интереса. На самом деле каждая женщина этого хочет, она этого ищет. И вот этот самый комфорт, он ведь достигается не каким-то правильным местом, которое тебе посоветовали. Ни в коем случае не твоими ухаживаниями, крышесносами или сверхэмоциями. И уж точно не демонстрацией своей крутости или деньгами, боже упаси. Комфорт создается ощущением, что как будто вы старые друзья, которые давно не виделись и вот наконец-таки встретились. А твое состояние стресса и волнения не дает этому ощущению у женщины зародиться, так как подсознательно она на протяжении всего этого свидания чувствует, что на тебе какая-то маска, что ты играешь какую-то роль и, скорее всего, пытаешься ее обмануть в чем-то. По итогу у нас получается замкнутый круг. Чем более красивая женщина, тем больше волнения и стресс. Чем больше стресс, тем больше ты западаешь на нее. И значимость к ней растет. А почему растет? Вы не задумывались? Да потому что она сама-то не волнуется, она спокойна. Как думаешь, сколько раз в жизни среднестатистической симпатичной девушке отказывали мужчины, если она проявит хоть какую-то инициативу? 0. Либо 1 раз на уровне погрешности. И то только потому, что какой-то мужчина подумал, что это какая-то шутка, что над ним прикалываются и пранкуют. Уже с детства у женщины формируется вот это положительное закрепление, что вот стоит мне захотеть, и любой по щелчку пальца будет мой. Стоит только дать хоть малейшую инициативу, а чаще всего достаточно просто принять ее. Все. То есть, что ей нужно сделать для того, чтобы понравиться мужчине? Ничего. Ей ничего не нужно делать. Вон как оно устроено. Поэтому, когда я осознал эту мысль, моя жизнь реально разделилась на до и после. И для того, чтобы вырваться из этого замкнутого круга и начать вызывать у женщин после свидания желание тебе написать, продолжить общение, симпатию, нужно прежде всего первым делом сломать в своей голове вот этот вот ложный шаблон восприятия женщин. То есть убрать вот эту дележку на типа простушек, серых мышек, которые недостойны твоего внимания, недостойны, чтобы ты тратил на них время. И девушек, так скажем, с топовой внешностью, а-ля эскорт, которым только и делать, что на Майбахе подъехать, обязательно повезти в дорогой ресторан и заваливать подарками и дарить iPhone в кредит. Хочешь пополнить ряды конкурентов с плюшевыми мишками наперевес? Вперед, но знай, что всегда есть кто-то богаче, всегда есть кто-то круче. И поверь мне, любой красивой девушке поступали в жизни такие предложения, которые ты переплюнуть никак не сможешь. Просто ты об этом не знаешь. Оценит ли такая все твои старания, все твои ухаживания? Да нет, конечно. Она бы рада на самом деле сама влюбиться, но не может, потому что заложница своей внешности, заложница
вот этих всех стереотипов в головах мужчин, на которые делят женщин на красивых и нет, на топовых и не топовых. И уж точно никакой образ псевдодоминанта ее не тронет. Так вот, к чему мы приходим, когда убираем в голове все эти ложные установки о красоте? Мы приходим к тому, что на первом свидании мы начинаем общаться с любой девушкой, акцентирую внимание, с любой. Начинаем общаться спокойно, ровно, как с хорошим другом. И что происходит дальше? Когда ты не волнуешься, когда ты не испытываешь стресс, то его начинает испытывать девушка. Вон как оно работает. Но это волнение приятное, через которое она влюбляется, которое она так долго искала. И вот ты общаешься с ней дружелюбно, она на тебя смотрит и понимает, что ты не испытываешь дискомфорт, ты не заискиваешь. И это для нее настолько непривычно, что вызывает интерес искренний. Это ломает ее шаблоны. А после свидания, когда она приходит домой, в ее голове уже на основе того сломанного шаблона, который мы создали на свидании, в ее голове появляется ключевой вопрос. А понравилось ли я ему? Ведь я не заметила, что он как-то нервничал, чтобы он волновался. Это очень странно. Ведь до этого у меня такого не было. Все так или иначе испытывали стресс, и я это видела. Наверное, у него немало женского внимания, думает она. Следовательно, у нее включается вот эта программа инстинктивная. Раз он нравится другим девушкам, значит, он нравится и мне. То есть, таким образом, в ее голове начинают накручиваться вот подобные мысли. И почему ты такой особенный, и почему тебе надо написать, она сама себе придумает и найдет причину, объяснит. Поэтому, если ты продолжаешь жить вот с этой ложной прошивкой, когда для тебя красота – это все, это твоя цель, то в итоге это погубит твою жизнь. Сколько ко мне на консультациях обращались мужчин, которые делали для женщины все, губили карьеру, тратили свое здоровье. Ради чего? Ради вот этой суетной красоты, которой ты привыкнешь через месяц и даже не будешь замечать. Понимаете, в чем абсурд? И вот когда для меня пропало вот это разделение на каких-то эффектных, красивых, топовых девушек и простушек, обычных девушек, назовем их так, я не только стал вызывать искренний интерес к себе со стороны женщин на свидании, после свиданий, но это не главное, это второстепенное. А самое главное, что я все-таки советую ценить больше и стремиться к этому, я обрел способность видеть истинное отношение к себе. Я заимел способность увидеть эти поступки, эти шаги в свою сторону. Ведь когда ты одурманен красотой, ты этого не видишь. И по факту выясняется, я думаю, каждый с этим сталкивался, что человек со стороны тебе говорит, что да блин, она для тебя ничего не делает. Она вообще не вкладывается. Отношения держатся исключительно на тебе и на твоих уступках. А ты в это не веришь. А здесь у нас, получается, открываются глаза. И обретаем вот этот вот стержень, который позволяет нам занимать сильную позицию и быть реальным лидером в отношениях. А когда ты лидер, женщина бессознательно это чувствует. И она тянется к тебе. Любая, и красивая, и не топовая. А для себя я уяснил такую истину, что отношения – это то, что важно, и это то, что первично. А красота – это мимолетно, это временно.